Мы предлагаем сегодня две следующих практики. Ссылка на этот плейлист с предыдущими видео есть в описании. Вы привыкли решать проблемы силой, путем борьбы и напряжения. Это часто приводит к негативным последствиям. В процессе вырабатывается слишком много низкочастотной энергии, и вы оказываетесь истощены, обессилены. Результат, достигнутый такой ценой, не приносит удовлетворения. А проблемы, если и решаются, то на время, а позже возобновляются с еще большей силой и в сопровождении новых проблем. Вот упражнение, которое поможет настроиться на решение жизненных задач без излишнего драматизма. Останьтесь наедине с собой. Сядьте в удобную позу. Закройте глаза. Дышите ровно и размеренно, сопровождая процесс дыхания вниманием. Вы идете по широкой ровной дороге. Вокруг вас пейзажи, которые вам очень нравятся. Вы знаете, что впереди вас ждет прекрасная цель. Что это? Уютный дом с цветущим садом, роскошный замок, храм или какое-то другое желанное для вас место? Вам очень хочется поскорее достигнуть своей цели. Но вдруг за поворотом перед вами высокая стена. Вы остановились. Что вам хочется сделать в этой ситуации? Лезть на стену, пробивать ее или наоборот впасть в апатию и уныние и повернуть назад? Как вы себя ведете в реальной жизни, когда сталкиваетесь с препятствием? Бросаетесь в бой или, не веря в свои силы, сдаетесь? Сейчас вы можете настроиться на поиск более продуктивного варианта решения вопроса. Сделайте шаг назад, расположитесь неподалеку от стены в удобной позе и расслабьтесь. Вы не впадаете в уныние, потому что знаете, что не сдадитесь, и вы уже знаете, что физическая сила, напряжение и борьба не помогут устранить эту проблему. Обратитесь внутрь себя, соединитесь со своим внутренним центром. Скажите про себя: «Мой дух, прошу, покажи мне наилучшее решение этой проблемы». Вы уступаете пространство своему духу. Вы, дух, бережно поднимает вас, человека, на руки, переносит через стену и бережно опускает на дорогу. Вы благодарите дух и идете дальше. И вскоре на вашем пути оказывается широкая бурная река. Снова представьте пространство духу. Направьте внимание внутрь себя, и вы сможете почувствовать то, что подсказывает ваше истинное «Я». Может, оно снова поможет вам перелететь через препятствия, а может, вы почувствуете, что неподалеку есть мост или лодка. Так вы с помощью духа справляетесь со всеми препятствиями и благополучно добираетесь до своей цели. Таким образом, вы получите реальный опыт предоставления пространства для действия духу, несмотря на образный игровой характер упражнения. Применяйте его в вашей обычной жизни. Когда вы начинаете относиться к жизни как к игре, вы заметите, что ваша жизнь подвластна вам. Все зависит от того, какие энергии вы пускаете в действие, решая свои задачи. Когда вы проявляете негативные эмоции, результат неутешительный. Когда же вы в любой ситуации играющий ангел, у вас все хорошо.
позиции играющего ангела вы воспринимаете мир как нечто пластичное, подвластное вашему намерению. Это огромный шаг к обретению всех возможностей и качеств Творца. В пространстве игры все только кажется прочным и незыблемым. На самом деле мир меняется в зависимости от того, как мы его воспринимаем. Следующее упражнение – игра в пластичный мир. Используйте любую свободную минуту, чтобы потренировать свое воображение и силу мысли. Начните с небольших предметов, а затем постепенно переходите к воображаемому созиданию все более крупных и значимых вещей. Вам нужно создать в себе ощущение, что это у вас уже есть, чтобы собрать всю энергию воедино, сфокусировать ее, как лазерный луч. Именно так и нужно организовать намерение. Иисус не сомневался ни на секунду, что хлебов и вина хватит на всех. Представьте, что вы можете сотворить из ничего абсолютно все, что хотите. Например, жарко. Вы представляете, как перед вами возникает стакан воды или мороженое. Идет дождь. Представляете, что у вас в руке появляется зонт. Представьте сначала, что вы видите игру энергии, текущие, сияющие, переливающиеся энергетические потоки. Они движутся, постоянно меняют свои формы, и они ждут, когда вы выразите намерение и сообщите им, какую форму они должны принять. Направьте им четкое, ясное, твердое намерение материализоваться, например, в дом вашей мечты. Наблюдайте, как это происходит. Сначала появляются только нечеткие контуры, затем форма постепенно проявляется все четче, уплотняется. Вы можете намерением что-то поправлять, добавлять. Когда дом готов, войдите внутрь и устраивайте там все по своему вкусу. Вы можете легко растворить то, что не получилось так, как хотелось, и заменить на более подходящее. Экспериментируйте точно так же с любыми другими объектами. Так вы научитесь изменять к лучшему обстоятельства своей жизни. Также можно улучшить свое самочувствие, здоровье и даже внешность. Вы убедитесь, что это работает.